Всем привет! Вы на канале «Куда поедем?», а мы в Воронежском заповеднике. На его территории находится несколько музеев, а также бобронариум, где можно посмотреть настоящих бобров. Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Василия Михайловича Пескова был основан в 1923 году для сохранения исчезающего вида животных – речного бобра. Его площадь чуть более 31 гектара. Он считается одним из старейших заповедников. На территории расположен музей природы, созданный в 1934 году. Он размещается на 2 этажах в 4 залах. Здесь вы увидите художественно оформленные диорамы с теми животными, птицами, рыбами и растениями, которые характерны для Воронежской области. Конечно, есть отдельная диорама с бобрами. В Воронежском заповеднике обитает 228 видов птиц, 61 вид млекопитающих, а в реках и озерах встречается 39 видов рыб. Некоторые обитатели заповедника занесены в Красную книгу России, например, выхухоль, змееяд, беркут и орлан-белохвост. И вот некоторых из них можно увидеть здесь, в Музее природы. Ну а более подробно в природе Воронежского края помогут разобраться информационные стенды и макеты. Мы не раз бывали в подобных музеях, но здесь отдельно хотелось бы выделить художественное оформление диорам. Так натурально, как будто настоящий кусочек природы. Ну а мы идем дальше. Перед вами памятник тому самому Василию Михайловичу Пескову, журналисту, писателю, фотографу и ведущему программы «В мире животных». А вот этот бобер приглашает в музей пожаров. А теперь вспомним, чем известен Воронежский заповедник. Ведь именно здесь впервые в мире был создан экспериментальный бобровый питомник для размножения и изучения бобров. Предлагаем вам заглянуть в бобровый городок. Сейчас мы будем взвешиваться и узнаем, сколько бобров вешу я. О, даже и не добрал. 10 речных выдр. Так и запишем. Бобровый городок включает в себя шед с бобрами, двухуровневый аквариум с семьей бобров, бобронариум и интерактивный музей «Дом бобра». Перед вами шед с бобрами, постройка для содержания пушных зверей. Здесь несколько ячеек с домиками, в которых живет пара бобров. Они такие классные! Следующая локация – бобронариум. Это небольшое двухэтажное здание с аквариумом. В нем плавают рыбки и живет семья бобров. Но их не всегда можно застать на месте. Иногда они отдыхают у себя в хатке, которую можно увидеть, если зайти в темную пещеру в зале. На 2-м этаже установлена витрина с изделиями из бобра.
Ну и последнее место в Бобровом городке – это интерактивный музей «Дом бобра». Вот так вот звучит скопа. Это птичка, которая обитает в лесу. А чтобы услышать голоса еще других животных, надо нажать на соответствующие кнопочки. Прям крупные щуки. Нашел на что нажать. Правильно, щука ведь немая. Кроме звуков разных птиц и животных, здесь также можно потрогать их на ощупь, узнать, чем они питаются, и посмотреть в кинозале фильм о природе Воронежского заповедника. И этот музей, конечно, в первую очередь рассчитан для детей. Подводя итоги посещения этого места, можем сказать: бобры бодрят!